Namashristam Manavapi Sachiputam Atrasrupam Rupam Tasya Prajauripurim Maturim Gustuvatim Radhakundamagirvaram Ahurarikavasam Ratuyasya Patitapikaya Sri Guru Tammatam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Radhaktaya Namo Anandalilaya Vigrahaya Hemabhaktivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhya Vedita Aparadakshaya Silvasya Dhammarita Gita Mahita Swatam Pramana Lingve Namaste Sharanaravinda Lingve Namaste Sharanaravinda Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Shiva Hey Yadava Hey Savitri Govinda Damodara Madhaviti Sham Sundar Shikanda Shikam Smahasa Murli Manora Radhikarasakamamakripavinte Sapirchana Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Iti Vidyayaderi Tvam Naramam Charanarikam. First of all, I offer my sastang Gandhavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual guru, Asmadev Paramaradhatam Guru Parapadma, and Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasi Srimad, Rupanuga Acharya Varga, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего предлагаю свою шаштангу Дават Пушпанджали, свое сердце как цветы тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада Штотра Шата, Шри ШРИМАД Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп Шрилы Прабхупады, Парам Гурудева и всей нашей Шри Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and В завершение Vaishnavas. предлагаю поклоны всем собравшимся тут Вайшнавам и Вайшнавам. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Varanga, now we have arrived here in Rostov town. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы прибыли сюда, в Ростов-на-Дону.
I was invited here by very near and dear Prem Prayojan Prabhu. Я приехал сюда главным образом по приглашению моего дорогого, любимого Лаванги Прабху, который является моей праной. So I want to invite him to come И here посему я приглашаю его подойти сюда and speak one or two и words сказать несколько слов, to welcome all the devotees. то есть поприветствовать всех гостей, преданных, которые приехали сюда, в Ростов, из других городов. На самом деле, вы понимаете, что я ничего не делаю. И все мы здесь собрались по бесконечной милости нашего дорогого Шрила Прабхупады, нашего Парамгурудева, Шрила Бхактивинода Нараяна Махараджа, по бесконечной милости нашего Шрила Гурудева. Несомненно, этот фестиваль не может состояться, если нет милости преданных. И поэтому самой красотой, самым нектаром этого фестиваля являются преданные, которые приехали сюда. Это наш брат. И остальные преданные, которых есть бесчисленные имена, невозможно всех упомянуть. И, несомненно, очень трудно оценить вот нашим обусловленным состоянием ту милость, которую Шрила Гурудев проливает на нас. Практически весь год мы старались быть преданными. Но постепенно анабиоз такой получился. Мы потихоньку глубоко уснули. Я только маленький звоночек издалека, что в мае месяце будет фестиваль в Ростове-на-Дону. Вдруг все открыли глаза, проснулись. И еще в сонном состоянии, с открытыми глазами, все пришли сюда. И Киртан Гурудева просто пробудился. Мы очень хотим, чтобы все, что дает нам Шрила Гурудев, очень глубоко вошло в наши сердца. Так глубоко, чтобы мы хотя бы почувствовали маленькую капельку того нектара, который нам дает Шри Чайтанья Махапрабху и Гуру Парампара. И кроме этого, чтобы этот нектар, который у нас остался в сердцах, чтобы мы потом поделились с другими. Шрила Гурудев ки джай. In ancient India, there was a famous king named Vikramaditya. В времена древности в Индии жил царь, которого звали Викрам Адитья. Он был очень известным царем. And in his court, при его дворце, his court was famous because of 9 pandits used to reside there. его двор славился тем, что очень возвышенные ученые пандиты, 9 пандитов жили при его дворе. 9 very learned scholars, famous throughout the world. Они славились ученостью по всему миру. And among them, the main scholar, his name was Kalidas. И среди этих 9 жемчужиной был Калидас.
который превосходил всех своей ученостью и знаниями. So one day the king was in his court. His scholars were there, but Kalidas was not there. Однажды царь сидел в своей тронной зале, его пандиты были там, но Калидаса не было среди них. And one avadut, that means a sadhu, who does not follow any of the rules and regulations of Vedic society because they are above and beyond all of these things. И один блаженный святой садху, авадут, человек, который очень возвышен духовно, но внешне не следует никаким этикетам, канонам поведения, социальных уставов. Он прибыл во дворец. Avadut means Авадут. whose contamination is completely avadut, washed away. Тот, в ком не осталось никаких загрязнений, все они исчистились. He came into that assembly with long hair and beard and all torn clothes. He was not clean. He looked like a mad person. Этот блаженный отшельник, он вошел во дворец, он выглядел очень странно, выглядел неумытым, непричесанным. В старой какой-то рваной, нестиранной одежде. And he was carrying a human skull. В руке он нес человеческий череп. And he came into that assembly, Он зашел в залу, в тронную, holding the skull, saying, "I have a question for the pandits here." и подняв этот череп вверх, он сказал: у меня есть вопрос для ваших ученых. I have heard that they are most learned. Я знаю о том, что они славятся своей ученостью. And he took the skull and put it down. He said, "Who can tell me whether this man was a wise man or a fool?" И он поставил этот череп перед всеми By looking at the skull. и сказал: вот рассмотрите этот череп, кто из вас может мне сказать, этот череп принадлежал мудрому человеку или дураку? The pandits conferred with each other, but they did not dare to give an answer. Пандиты были в недоумении, они посоветовались, пошептались, но не знали, как ответить на этот вопрос. The Avadut said, "I have wasted my time coming here. I thought there was a learned person in this assembly, but no one can answer my question." Авадут разочарованно сказал: ну, я вижу, я потратил время, зря придя сюда, в эту ассамблею, потому что тут никто на мой вопрос ответить не может. King Vikramaditya said, "Please be patient. Please wait. One more scholar is yet to arrive, Kalidas." Царь Викрамадитя сказал: будьте добры, вы наберитесь терпения, подождите еще немного. Один из пандитов еще не прибыл во двор, Калидас. So after a little time, then Kalidas arrived. И скоро после этого Калидас вошел во дворец. And the Avadut posed the question to him, "Was this man learned or foolish?" И Авадут снова озвучил свой вопрос, в этот раз уже обращаясь напрямую к Калидасу. Это был дурак или мудрец? So then Kalidas said Калидас. to one servant in the court, "Bring me a long straw." Калидас обратился к одному из слуг во дворце и сказал: принеси мне соломинку длинную, прутик такой. And then he took the skull and he took the straw and he pushed it into the side of the skull and through the middle and out the other side. Он тогда, когда ему принесли эту соломину длинную, он взял в одну руку череп, а другой рукой проткнул, стал засовывать эту соломину и вытащил ее с другой стороны черепа. Right. And then he put it down. Потом положил череп на место. He said, "There you are. This man was a fool." И говорит: ну вот, посмотрите, все очень очевидно, он был дураком. The king said, "Why? How can you tell that he was a fool?" Царь недоуменно спросил: а как ты знаешь, что он был дураком? Как ты определил это? Because what went in one ear came out of the other ear. Калидас сказал: видите, что вошло в одно ухо, вышло тут же из другого. So we don't want to be foolish. Поэтому мы с вами не хотим быть глупыми. When we hear the instructions of Guru, the instructions of Sadhu, the instructions of Vedas, Bhagavad Gita, Srimad, Bhagavatam, it should go in the ear and then down and enter deeply into the heart. Потому что когда мы слушаем наставления нашего духовного учителя Вайшнава в шастры, эти наставления, эти трансцендентные напутствия не должны входить в одно ухо и выходить из другого. Мы должны принимать это трансцендентное знание прямо в наше сердце и хранить его там бережно.
one should hear with one pointed attention. Слушать надо очень внимательно духовные наставления с полностью концентрированным умом, однонаправленно. As if your life depends on it. Нужно слушать так интенсивно, как будто бы наша жизнь зависит от того, что мы сейчас услышим. Because actually it does, not one life, but many, many lives. На самом деле жизнь, да, зависит от того, что мы услышим, и не одна жизнь, а многочисленные будущие жизни зависят. So it is essential. Srila Narottam Thakur has said, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Akya Ana Karyomani Asha. May the words emanating from the lotus lips of Srila Gurudev become one with my heart, and may I desire nothing else. Шрила Наротам Тхакур молился, говорит, пусть слова, исходящие из лотосных уст Шри Гуру, станут одним целым своим сердцем. Мне ничего больше не нужно, кроме этого. If you listen and follow the words of Gurudev and Shastra, you can be delivered from this ocean of material existence. Если вы внимательно будете слушать и внимать наставлениям Шри Гуру и священных писаний, то у вас будет шанс спастись из океана материального существования. If you will not listen and take into your heart, then you will have to be moving again and again in the endless chain of suffering and sorrow, birth and death. Но если вы не внимательны к наставлениям, вы не прислушиваетесь к тому, что вам говорит Шри Гуру и Шастра, то вы застрянете в этом цикле материального существования надолго. So today we want to study one verse of Srimad Bhagavatam. Сегодня мы будем изучать стих из Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is the topmost of the Vedic literatures. Шримад Бхагаватам — это жемчужина среди ведических священных писаний. Mahaprabhu said, Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavat Sarvaveda Shastra Vaite Paramamahatva. Of all the Vedas, Srimad Bhagavatam is supreme. It is the very Rasa Swarup of Krishna himself. Читание Махапрабху говорил, из всех священных писаний Шримад Бхагаватам является непревзойденным. Он является раса сварупой самого Шри Кришны. See, Krishna is the condensed embodiment of eternal consciousness and bliss. Потому что Кришна является сгущенным олицетворением вечного знания и блаженства. His divine Вечного сознания и блаженства. beautiful spiritual form exists in the past, the present and the future. Его прекрасная трансцендентная форма существует в прошлом, настоящем и будущем. And when you are hearing Srimad Bhagavatam, see Krishna himself is personally present, illuminating your heart. Когда вы слушаете Шримад Бхагаватам, Шри Кришна присутствует рядом с вами, озаряя ваше сердце. Srinvatam swakata Krishna punya sravana kirtana hridiyanta stohya bhadrani vidunoti suritsata. When you listen to Srimad Bhagavatam, Krishna through your ear enters into your heart and begins to clean away all material contamination. Когда вы слушаете Шримад Бхагаватам, Шри Кришна в потоке священного повествования Харикатхи Шримад Бхагаватам входит в ваши уши, и затем заходит в сердце и начинает там генеральную уборку, счищать всю скверну из вашего сердца. Srila Rupa Goswami himself has glorified the power of hearing Srimad Bhagavatam. Сам Рупа Госвами прославляет силу слушания Шримад Бхагаватам. In poetry called Vyaja Stuti. Поэзии, которая называется Вьяджа Штути. Vyaja Stuti means glorifying something by criticizing it. Вьяджа Штути — это литературный прием прославления чего-то посредством критики чего-то другого. Just as Srila Rupa Goswami said, don't go to Keshigat. Подобно тому, как Рупа Госвами говорит, не ходите на Кешигат. And if you go there by accident, Если вы случайно забредете туда, quickly leave at once. то быстренько убегайте оттуда. Because if you see one smiling boy Govinda, Потому что glancing here and there, playing his flute,
Если вам там повстречается красивый юноша Говинда, пастушок, который играет на флейте, you'll forget everything. вы забудете обо всем. So if you love your friends and society and family members, then don't go there. Поэтому, если вы дорожите отношениями с родственниками, с обществом, со своими любимыми, не ходите на Кешигат. So this is Vyajstuti. It is glorifying Govinda Dev, glorifying Keshigat, but presented in the poetry of criticizing. Это пример Вьяджи-студи, что Рупа Госвами прославляет Говинда Деву, прославляет Кешигат, но посредством такой внешней критики. So in the same way, he has glorified Srimad Bhagavatam. Аналогичным образом Рупа Госвами прославил Шримад Бхагаватам. He said, Dharma is very nice. Он сказал, Дharma это нечто очень ценное. If you follow ethics and morality and do your dharmic duties in this world, you know what will come? Dharma, artha, money. Он сказал, Дharma это замечательная вещь, потому что если вы строго следуете этикетам поведения этого мира, соблюдаете праведность, то к чему это вас приведет? К арте, экономическому процветанию, к деньгам. Economic development. Экономическое процветание. Financial stability and opulence. Финансовая стабильность, благополучие материальное. Isn't that what you want? Разве это не то, чего вы все Is хотите? that what you're looking for? Разве не все вы этого ищете? Money, money, money. Brighter than sunshine, sweeter than honey. Деньги светят лучше солнца и слаще меда. Who is thinking about the beauty of Krishna in Vrindavan? Кто особо задумывается о красоте Кришны во Вриндаване? And who is forgetting Narayan and only think of Lakshmi? А кто вообще забывает о Нараяне и думает о Лакшми только? You know there are two Lakshmis. Вы знаете, что на самом деле существует две Лакшми. One is Mahalakshmi. Одна это Маха Лакшми, She's the consort of Lord Narayan. супруга Господа Нараяны. She's riding with Lord Narayan on the back of a Garuda. Она обычно восседает на спине Гаруды вместе с своим супругом Господа Нараяна. She is transcendental. Она полностью трансцендентна. She bestows transcendental good fortune. И она наделяет людей трансцендентной благой удачей. Then there is the Chanchal Lakshmi. А существует еще одна Лакшми, Чанчал Лакшми. Restless fortune. That is material fortune and material opportunity, which goes and dances with one person. They think I am great, then she goes to someone else and leaves them with nothing. Чанчал Лакшми, непоседа Лакшми. Она приходит в гости к кому-то на ненадолго, потанцует с ними и идет к другому уже. Ей скучно в одном месте. Она просто вот такая. Restless Chanchal, that means it's her activity. Just go to one person and leave them, go to another, Это leave ее them, go to... природа, она не задерживается на одном месте. Она приходит к одному человеку, через какое-то время идет к другому. So she does not ride on Garuda. Она на Гаруде не ездит. She travels around on one owl. Она путешествует на сове. You know the owl? Знаете, что сова? When the sunlight comes and Сова днем спит. Солнце всходит, сова засыпает. so when Chanchal Lakshmi comes riding on her owl, her owl will make you blind. Вот эта сова, когда Лакшми прибудет к вам на своей сове, то эта сова слепит и вас. Completely blind. Вы полностью ослепнете. You'll see, now I'll go on holiday here, I'll get this new car and Лакшми появится в вашей жизни, вы тут же забудете о бхакти, вы ослепнете, вы будете только думать о том, как сейчас вы потратите деньги, как вы будете наслаждаться, в какой отпуск поедете, какую машину вы сейчас приобретете себе. you will forget your soul. Забудете о душе полностью. And in the meantime, А время идет. your life is going. Жизнь быстро мчится мимо. The human form of life, which is meant to realize God, is going. Потому что вот эта человеческая форма жизни, предназначение, которое исключительно это осознание Бога, эта жизнь мчится. And you can lose this great opportunity. И вы легко можете потерять эту редкую возможность. So one person is telling in this poem.
в этом стихе человек говорит, Following Dharma is very good. он говорит, следовать Дharме это замечательно, Making schools and hospitals and потому что можно с благотворительной planting деятельностью, trees and digging wells. можно рыть колодцы, сажать деревья, открывать благотворительные учреждения, школы, больницы. And in this life and in your future lives, you can get artha, wealth. И такая дармическая праведная деятельность приведет вас к тому, что в этой жизни и в последующих вы будете наслаждаться материальным благополучием. By this wealth, you can fulfill your desires. И благодаря этой финансовой стабильности, благополучию вы сможете исполнить все свои желания каму. And in the end, when you try to satisfy all your desires and you become disgusted and old and useless, then you think, oh, I want nirvana, mukti. И вы насытитесь, вы насладитесь, исполните все свои физические желания, все свои амбиции, и в конце вам станет противно, вы будете уже старым, никому не нужным, вы поймете, что пора желать освобождения, нирваны, спокойствия. So this person is saying, but now look what happened to you. И человек, вот этот повествователь этого стиха, говорит, а посмотрите, что с вами произошло. When someone talks about dharma, then you say, oh no, no. Вам кто-то о Дharме рассказывает, а вы уши закрываете. When someone talks about artha, Вам прославляет арту, а вы отпрыгиваете. be far away. Пытаетесь отогнать от себя такое. When someone talks about karma, oh, poison, it's poison. Когда вам хотят поведать о каме, вы тоже отказываетесь слушать. When someone talks about mukti, liberation, oh, this is worse than hell. И если вы даже услышите слово мукти, вы бежите напрочь, потому что думаете, что это звучит как ад. Your ears cannot stand to hear any of these things. Для ваших ушей невыносимо стало слышать ничто об How этих did you вещах. become so foolish? All these things are very good. Как вы так поссорились со своими мозгами, что теперь вы не слушаете отдельных наставлений? Oh, I know how you became such a fool. Я догадываюсь, от чего вы так поглупели. It seems that the syllables of Srimad Bhagavatam became a guest on the pathway of your ears. Похоже, что слоги Шримад Бхагаватам пришли погостить в ваших ушах. And this is why you've forgotten about Теперь all все of these понятно, things. почему вы позабыли о этих мудрых идеях. You foolish person. Глупцы. Why did you hear that Srimad Bhagavatam? Зачем вы стали даже слушать этот Шримад Бхагаватам? Here, fool means that Глупец, знаете, that что person was listening to Srimad Bhagavatam, but they did not understand it. глупец, значит что человек, который слушал Шримад Бхагаватам, не понял смысл Шримад Бхагаватам. And what was the result? К чему это привело? Oh, they became detached from this world. Человек, Even not understanding, only being touched by the syllables of Srimad вот Bhagavatam. этот глупец, о котором идет речь, он даже не осмыслил возвышенный трансцендентный смысл Шримад Бхагаватам, но все равно это слушание привело его к тому, что он испытал отречение от этого мира, от всего мирского. It is so extremely powerful. Шримад Бхагаватам обладает такой неописуемой силой. Kantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Every day you must read Srimad Bhagavatam. Каждый день вы должны читать Шримад Бхагаватам. At least one verse, Минимум одну шлоку, one chapter, или одну главу, one canto. или одну песню. But you must read every В day. любом случае, обязательно читайте каждый день. And better if you can hear А еще лучше, чтобы вы in слушали the Шримад association of Бхагаватам, Vaishnavas. собравшись кругом близких вайшнавов. So here, we are discussing this verse. It is from the 12th canto of Srimad Bhagavatam, Этот стих из 12-й песни Шримад Бхагаватам, the very end. с самого конца. Srila Shukadeva Goswami himself is summarizing the important teachings. Сам Шукадева Госвами подводит итог, суммирует главные, основные учения. So we'll sing this verse Мы together. вместе сейчас произнесем этот стих. Galo yadartha prabhavo vidiryate. Chakshu swarupam ravim ikshate tada. Yada yankara upadi atmano. Yada
Jigyasayana Shatitaya Nusmaret. Gano Yadarka Prabhu Vidiryate. Chakshu Swarupam Ravinikshate Tada. Yadha hi hankara upadiratmano. Jigyasayana Satitarya Nusmaret. Gano Yadarka Prabhu Vidiryate. Chakshu Swarupam Ravinikshate Tada. Yadha hi ahankara upadiratmano. Jigyasayana Satitarya Nusmaret. Oh, now you've all been touched by the syllables of Srimad Bhagavatam. Сейчас вас коснулись слоги Шримад Бхагаватам. What will happen? Что теперь с вами произойдет, You will find out. вы узнаете скоро. We'll look at each word and then the translation Сейчас мы and then the explanation. разберем каждое слово отдельно, потом общий смысл. Gano. Гано. Ganaha means a cloud in the sky. Ганаха значит облако, туча. Dark rain cloud. Темная дождевая туча. Yada means when. Яда значит когда. And arka Арка means the sun. это солнце. Prabhavo. Прабху. Prabhav means influence. Прабхав это влияние. Vidiryate means is dissipated or scattered. Видирьяте разгоняется что-то, исчезает. So you Gano Yadat Aka Prabhu Vidiryate when a cloud in the sky is dissipated by the Prabhav, the influence of the sun. Когда под влиянием солнца туча отступает, уходит с небосклона. So at that time, Chakshu Swarupam Ravin Ikshate Tada. Tada means at that time. Тогда, в то время, Then the Chakshu, чакшу, the eye, глаз, Ikshate, can see Swarupam Ravin, the form of the sun. Икшате может увидеть сварупам равим, то есть форму солнца, само солнце. Oh, and also the eye can understand his own swarup, that is the power to see. Because in complete darkness, if you were always in complete darkness, you would not understand what the power to see is. So you can realize the form of the sun and also the nature or the power of the eye. И одновременно с тем, что глаз может увидеть солнце, глаз может осмыслить свою собственную силу, способность видеть. Потому что во тьме мы даже не понимаем, можем мы видеть или нет. Но видя солнце, глаз понимает, что он обладает способностью видеть. So, in the same way, Аналогичным образом, yada, he, certain, yada means when, again. яда значит когда, He, certainly. хи непременно, Ahankara. Ahankara means the material ego. аханкара, материальное ложное эго. Ahamkara. Aham means I. Kara means doing. Аханкара происходит от словосочетания ахам, кара. Ахам это я, кара действую. That which makes the impression that you are a being of this physical world. Это аханкара, это состояние, которое убеждает нас в том, что мы действующее лицо в этом мире. That which gives you the soul
an impression that when the physical body and senses are moving and doing activities, that you yourself are doing those activities. Аханкара — это то, что побуждает вашу душу верить в то, что когда ваше тело двигается, делает что-то, что это вы и есть. Вы совершаете эти движения. So that ahankara is called upadhi. Аханкара называется упади, A designation. то есть как ярлык какой-то. That means something which is superimposed onto the soul. Что-то накладывается на душу. Это проекция. Jigyasaya means by inquiry. Джигьясая с помощью воспрошения. Atmano means of the soul. Атмано, души. So by jigyasa, by inquiry, nasyati. Насьяти. Nasyati means Посредством воспрошания насьяти. the upadhi is nasyati, destroyed. Эта проекция уничтожается. Tahi. Then at that time, И в это время anusmaret, анусмарет. one can continually remember Человек может непрерывно памятовать the nature of Atma, soul, and Paramatma, also Supreme Lord. Человек становится способным непрерывно памятовать о природе своей души и сверхдуши. So these are the meaning of the words. Это значение каждого отдельного слова этого стиха. So we'll just tell the translation. Сейчас мы услышим общий перевод. When the cloud in the sky is scattered by the influence of the sun, then the eye can know itself and also see the sun. Когда влияние солнца разгоняет тучи на небосклоне, то глаз может познать себя, свою способность видеть и может увидеть солнце. So in the same way, Аналогичным образом, when the soul inquires about the nature of Paramatma, когда душа начинает воспрашать о природе Параматмы, when the soul is searching for God, то душа ищет Бога. then by that searching, И вот этот поиск, the upadhi, that is the designation, the covering of the material ego, is dissipated like the cloud in the sky. этот поиск уничтожает, убирает вот эту проекцию ложного эго. And at that time, the soul becomes aware of himself and also sees the beautiful form of Supreme И Being. тогда душа начинает ощущать себя, свое существование, и видит тоже перед собой Господа. So this is the translation. Это перевод. Now, our acharyas have commented on this verse in the most beautiful way. Наши ачарьи удивительным образом прокомментировали на этот стих. Shukadeva Goswami, the fully perfect and realized speaker of Srimad Bhagavatam, is giving a perfect example. Шукадева Госвами, совершенный повествователь Шримад Бхагаватам, приводит идеальный пример. You see, the cloud is a creation of the sun. Туча — это что-то, что было создано солнцем. It is the shining of the sun which evaporates the water and creates the cloud. Потому что это тепло солнца, которое испаряет воду и создает тучи. And then the sun shines more and the rain falls, and then the sky becomes clear of clouds, and then the sunlight shines directly И through. солнце сияет еще больше, потом идут дожди, и исчезают тучи, и небосклон озаряется еще более ярко сиянием солнца. So it is only the power of the sun which both reveals himself and also conceals himself. Поэтому это способность, функция самого солнца явить себя, и также одновременно с этим возможность скрыть себя. Now, your eye Ваш глаз is one portion of the sun's power, because the Surya Dev, the sun god, is the predominating deity of your eyes. Глаз ваш обладает крошечной толикой силы солнца, потому что Сурья-Дев, он заведует зрением в людях. So, it is the sun's power that hides himself, and the sun's power which also gives you the ability to see. То есть солнце, это влияние солнца, способность солнца скрыть себя от вас, и также это влияние солнца выражается в том, что вы можете увидеть его, потому что он уделяет вам зрение. Now, many
followers of Vedanta, the followers of Shankaracharya, Многие последователи философии Шанкарачарьи, последователи Веданты, they say that this world is false. они считают этот мир, это творение ложным, It is only иллюзорным. Vivarta, a mistake. Они считают этот мир просто ошибкой, заблуждением. Just like if you see a rope in the dark and you think it's a snake, but the snake, there's no snake there. Они считают, что мир не настоящий, подобно тому, как во тьме вы увидите веревку, висящую с дерева, примите эту веревку за змею, но змеи там нет. So they think that this world is like that, complete illusion, just a mistake. И вот эти персоналисты считают, что мир это просто ошибка, это полная иллюзия. So when you meet your guru of Mayavadi, personal philosophy, then they'll say in your ear, Tat Tvam Asi. И когда вам посчастливится встретиться с Майавади гуру, который будет вас инициировать, в ухо вам он прошепчет «Тат Твам Аси». You are that Brahman. Ты Браман. And then you will wake up and И вы тут realize. же проснетесь и поймете, что вы и есть Браман. So by receiving knowledge, then the illusion will just go away. И они считают, что вот они вас наделят знаниями, и эта иллюзия отступит тут же. So therefore the true path of spiritual life is jnana, the cultivation of knowledge. Что истинный путь просветления – это гьяна, культивирование философских знаний, пониманий. Kaivalyaika Prayojana. Oneness. Единство. So many persons believe this idea. И многие люди действительно искренне верят в эту идею. But Shukadeva Goswami here is giving an example to completely refute it. Ну, вот эта идея, которую озвучивает в этом стихе Шукадева Госвами, полностью опровергает вот эту идею иллюзорности мира. So the eye cannot see the sun because of the cloud. Глаз не может узреть солнце из-за того, что тучи заслоняют солнце собой. So, did the eye create the cloud? Так что глаз создал эти тучи? No. Нет. That means that this illusion is not coming from, it's not a mistake of Atma. Understand? Нет, глаз не создавал эти тучи, это указывает на то, что это заблуждение, это ошибка, это не то, что что-то сделала Атма сама. Can the eye dissipate the cloud? Может ли глаз отогнать тучи, разогнать их? Your eyes cannot make the clouds go away. Глазами вы не можете повелевать тучами и повелеть им уйти в стороны от солнца. What does that mean? На что это указывает? It means that your knowledge will not cause you to be enlightened. Это указывает на то, что ваше познание, ваша гьяна, философия никак не поможет вам обрести просветление. Just as the eyes cannot dissipate the clouds in the sky, so simply by your own efforts, by your own knowledge, by your own understanding, you cannot see reality. Подобно тому, как глаза не могут разогнать тучи на небосклоне, то собственными попытками изучения гьяны или приобретениями знаний вы не сможете выйти из иллюзии. We should understand something about Maya Tattva. Нужно понимать кое-что из Майя Татвы, принципов того, как работает иллюзорная энергия. Yatha baso yatha tamaha. In the second of the seed verses of Srimad Bhagavatam, the 4 seed verses, Maya Tattva has been described. Во втором стихе из 4 шлоки Бхагаватам, главных таких корневых стихов Шримад Бхагаватам, объясняется концепция, функция Майя Татвы, иллюзорной энергии. So just as here he said that the cloud is the manifestation of the energy of the sun, so Maya, the illusory energy, is the energy of Bhagavan. Подобно тому, как туча, это нечто... Specifically in this world, it is the energy of Paramatma, because Paramatma is the form of God who manifests the world. Подобно тому, как туча это является чем-то творением, следствием Солнца, то иллюзорная энергия Майя, она является следствием, творением Господа. Более точно параматма, потому что параматма, сверхдуша, заведует материальным творением. Everything is a manifestation of His power. Все является продуктом Его силы, влияния. That's why the Vedas say, Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahma. Поэтому Веды говорят, все это Брахма. The meaning is not that everything is one. Это не значит, что все едино. The meaning is that just as
from a gold mine. Someone can take the gold in a gold mine and make earrings, necklace, bangles. Нет, идея такова, как из золотой шахты, там, из золотых рудников вы можете покрыть достаточно золота, из этого золота сделать серьги, браслеты, кольца. After some time they may melt them and make a watch, make a crown. Любые ювелирные изделия из золота. Потом вы можете расплавить эти ювелирные изделия и сделать из них золотые часы или брелок. So what you are seeing is only gold. Все, что вы видите золото. But at different times you say, this is a ring, this is a watch, this is a crown, this is a bangle, this is a necklace. Перед вами всегда золото, но вы по-разному называете эти формы этого золота. Иногда вы называете это золото часами, иногда ожерельем, иногда цепочкой, иногда браслетом, иногда кольцом. These are only names and forms. Это просто ярлыки, формы и определения, названия. What are you really seeing? Это просто название формы. А что вы по факту видите перед собой? Золото. So in the same way, Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is the energy of the Paramatma, and you are giving so many different names to different forms like this, but everything is coming and disappearing from the energy of the same one Supreme Lord. Аналогичным образом, все, что мы видим перед нами в этом мире, это все проявление параматмы. Но мы просто называем это все разными названиями и видим разные формы перед собой. Но это все энергия Господа. So, we are discussing how from the influence of the sun, the cloud is made. So from the same way, this material world is the manifestation of the energy of Paramatma. И мы обсуждаем концепцию того, как под влиянием Солнца происходит туча, и аналогичным образом под влиянием Параматмы происходит этот материальный мир. That material energy Maya has two aspects, Jiva Maya and Guna Maya. У иллюзорной энергии Господа, у материальной энергии есть два разделения, две категории: Джива Майя и Гуна Майя. Jiva Maya is called Nimitta Karan. Nimitta Maya. And Guna Maya is called Upadan Maya. Джива Майя называется Нимита Каран. Nimitta Maya. Нимита Майя. А Гуна Майя называется Упадан Майя. So, Nimitta and Upadan refer to two types of cause. Нимита и Упадан подразумевают два вида причины. Just like in a house, two causes are prominent. One, the builder who constructs the house is the Nimitta Karan of the house, and the bricks, the stone, the glass, the wood are Upadan, the ingredient cause. Подобно тому, как у любого строения есть две причины существования. Это застройщик, строитель, который строил его, строители, и также ингредиенты Упадан, из которых строились кирпичи, цемент, песок. So in the same way, this material world of manifestation of Maya has two aspects of Maya, Jiva Maya, that is the Nimitta Maya, and Upadan Maya, the ingredient of the world, Guna Maya. Вот эти причины существования этого мира, вот это материальное творение, но зависит от вот этих двух влияний, Гуна Майи и Джива Майи. So we'll make it very easy to Мы understand. упростим эту идею. The Guna Maya means the ingredients of the world, that is the Prakriti, the Mahatattva, the Ahankar, and the Buddhi, Manas, all the elements, earth, water, fire, air, space, all the elemental ingredients of the world come from Guna Maya. К категории Гуна Майи относятся все ингредиенты, из которых сотворен этот мир. То есть все тонкие элементы, такие как прадан, махаттатва, ложное эго, разум, ум и так далее. И потом до грубых элементов земли, воды, огня, воздуха. Earth, water, fire. Все это категория Гуна Майи. Yeah. Then Nimitta Maya, or Jiva Maya, acts directly on the Jiva. А вот эта сторона Майи, которая называется Нимита Майя, она влияет непосредственно на души, на дживы. So this Jiva Maya has two vrittis, two functions. И у Джива Майи тоже есть две функции.
One is called the vidya vritti of Maya, the knowledge function of Maya. Одна функция называется видья врити, действие знания. And the other is called avidya vritti, the ignorance function. А вторая функция называется авидья врити, то есть влияние невежества. Essentially, sattva gun gives avidya, knowledge. То есть саттва гуна, она дает видью, знание. And raja gun and tama gun, they give the avidya, ignorance. А раджа гуна и тама гуна относятся к категории авидья май. So, Вызывает невежество и заблуждение. the avidya vritti, Авидья врити, that which gives us avidya, ignorance, эта способность майи погружать нас в невежество, also has two aspects. тоже делится в свою очередь на два аспекта. One is avranatmaka. Аваранатмака, It covers the nature of the soul, она покрывает природу души, makes the soul forget himself. вызывает состояние забывчивости в душе. Душа забывает о том, кто она. And then vikshepatmik, А викшеп атмик, this gives the consciousness of the soul a state of distraction where he's always looking towards the movements of the ingredients of Maya, towards the guna Maya. а вот это викшеп атмик, это отвлекающее действие майи, что она отвлекает душу от памятования о себе и Боге, отвлекая на все ингредиенты творения, то есть на все внешнее, на объект этого мира. Understand? So avranatmik covers you, Аваранатмик and просто, vikshepatmik makes you distracted and looking towards the play of the elements. то есть одной рукой она вас усыпляет, а второй она развлекает вас, отвлекает вас на все внешнее, ничего общего с вами не имеющее, на этот материальный мир. It is like if you go into a nightclub. Если вы пойдете Don't go into a nightclub. в дискотеку, в парк, но я вам не рекомендую. Не разрешаю. Но если случайно как-то вы там очутитесь, Then you drink some alcohol. вы выпьете стопочку Then чего-нибудь, you become stupid and forget yourself. отупеете тут же, станете глупенькими и обо всем забудете. That is like avranatmik. Вот это аваранатмик That функция. you forget. Просто забывайте, ступор полный у вас в голове. Vikshepatmik, А викшепатмик, like one friend telling, oh, look at that dancing girl. вдруг вам вдруг скажет, ты на вот эту девушку посмотри, как она танцует. И вы начнете таращиться на девушку. So in this way, in this world, Вот таким образом в этом мире one part of avidya vritti is covering you, making you forget your identity, and another part is throwing your consciousness to look how the world is dancing. вот одновременно одна функция майя, она вас погружает в сон, вашу душу, обо всем забываете, и своим другим действием постоянно пытается отвлечь вас на что-то, This is how the на игру этого мира. illusory material energy works. Вот эта функция, это как механика, как работает иллюзорная энергия. So the Mayavadis impersonalists, they say you should follow the path of Gyan, knowledge. Персоналисты, майявади, они призывают всех следовать путем гьяны, философских познаний. So if you become free from avidya, the avidya vritti of Maya, but you'll still be covered by the vidya vritti. Да, и с помощью гьяны вы можете избавиться от авидья, врити, майя, вот этого влияния невежества. Но как вы избавитесь от видья, врити, от саттва гуны майя? Because if you are very sattvic, Потому что если вы саттвичны, and you are free from lust and anger, и вас уже не тревожит вожделение, гнев, and you realize I am not this body, и вы осмыслите, будете понимать, что вы не есть это тело, then you'll feel very happy. вы почувствуете облегчение, такое умиротворение. Brahma-bhuta pasanatma. But Krishna has said, Но Кришна говорит, Sattvat sanjayate jnanam in Bhagavad Gita. This knowledge comes from sattva gun. Кришна объясняет, что это знание является результатом влияния саттва гуны, энергии благости. And sukha sangena badnati jnana sangena chanaga. O sinless Arjuna, when one comes in sattva gun, he becomes badnati. He's bound by a sense of happiness and a sense of knowledge. Кришна говорит, о безгрешный Арджуна, когда человек достигает состояния саттвагуны, он обезврежен, как остановлен состоянием удовлетворения и знания.
So by sattva guna, you can have some wisdom that you are not this body, but you cannot positively realize who you are and what is your eternal relationship with Supreme Personality of Godhead. Саттва-гуна поможет вам дойти до уровня понимания, что вы не есть это тело, но дальше она не поможет вам двинуться с этого места, она не принесет вам трансцендентное знание, понимание о том, что вы душа, и что какие-то у вас есть отношения или связь с духовным миром. If you become free from avidya, you will still be controlled by the vidya-vritti of Maya. Даже если вы избавитесь от авидья, врити, от влияния, погружения в невежество, иллюзорной энергии, вы все равно будете полностью под контролем ее видя-врити. If you no longer identify with the body, даже если вы перестанете отождествлять себя с физическим телом, if you no longer identify with the mind and intelligence, и не будете отождествлять себя ни с умом, ни с разумом, now only ahankara, ego remains. Остается все равно аханкара. How will you become free from this ahankara? Как вы преодолеете влияние аханкары? This objective, this experience of being a subjective witness of the physical world. Как вы избавитесь от этого ощущения объективного, что вы наблюдатель этого мира? Even if you have developed shakshitva, даже если у вас появится вот это шакшитва, чувство того, что вы свидетели происходящего вокруг вас, being a witness of the world, даже если вы будете чувствовать себя отстраненно от мира, как просто наблюдающий, but still you are witnessing from a particular location. но все равно вы наблюдаете с определенного ракурса, с определенной зафиксированной точки. How will you get free from this? А как вы от этого ракурса избавитесь? What will you even do? Because anything that you do is expression of ahankara. I am doing. И какие действия вы сможете предпринять? Потому что любое действие это все равно действие, это предположение того, что вы действующий. So just as the eye has no power to remove the cloud, but the sun can remove the cloud. So in the same way, the Supreme Lord who is living in your heart can remove the ahankara. Аналогично тому, как ваши глаза не могут своим влиянием разогнать тучи на небе, но солнце может, таким же образом вы не можете отогнать аханкару, ложное эго, а Верховный Господь, который всегда пребывает в вашем сердце, Он может это сделать. Knowledge cannot do it. Знания не помогут в этом. Only the grace of Sri Krishna. Это требуется милость Шри Кришны. So in the third line, и в третьей строке, the ahankar is upadhi. That means a designation covering the consciousness of Atma. Аханкара – это упади, то есть проекция, которая сдерживает осознание души, предотвращает осознание Атмы. This ahankara is what is called in Sanskrit adhyas. Это то, что называется на санскрите adhyas. Adhyas means superimposition. Искусственно спроецированное, наложенное извне. So the ahankar is, the ego is upadhi, a designation, and it is adhyas, superimposed on the consciousness of the soul. Это ярлык какой-то, такое отождествление, проекция, которая искусственным образом внешне наложена на душу. And there's nothing you can do to remove it. Just as the eye cannot remove the clouds. И сами вы не можете справиться с этой аханкарой. Что бы вы ни делали, подобно тому, как глаз никак не может повлиять на положение туч на небосклоне. So what can remove it? Поэтому что может убрать? Jigyashaya nashyati. It is destroyed by jigyashaya. Jigyashaya. Inquiry. Вопрошание может отогнать аханкару. In the beginning of the Vedanta Sutra, he said, Atato Brahma Jigyasa. It's the same word, Jigyasa, Jigyasa. Веданта Сутра начинается с этой сутры Атата Брахма Джигьяса. It means, то же самое слово. It means the desire to know. Желание познать. The inquiry. Вопрошение. So, Srimad Bhagavatam is Srila Vyasadev's natural commentary on Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam является естественным комментарием Шрила Вьясадева на его Веданта Сутру. So the first 5, actually 6 or more sutras of Vedanta Sutra are explained in the first verse of Srimad Bhagavatam. Первый стих Шримад Бхагаватам объясняет первые 4-5 Веданта Сутр. Atato Brahma Jigyasa
Now therefore one should inquire into Brahman, and Bhagavatam begins, Satyam Param Dhimahi. I meditate on the Supreme Truth. Шримад Бхагаватам начинается с Сатьям Парам Димахи. Я медитирую на высшую истину. Веданта Сутра начинается с того, что теперь наступила пора вопрошать о верховной истине. So Satyam Param Dhimahi is Vyasadev's commentary on Atato Brahma Jigyasa. То есть Сатьям Парам Дхимахи является комментарием Шрила Вьясадева на Атака Брахма Джигьяса. Literally means, Dhimahi means, may we meditate. Дхимахи означает давайте помедитируем Upon the Supreme Lord. на Верховного Господа. In other words, the inquiry, let's say if you want to find out the recipe for cooking something. Что такое процесс вопрошания? То есть если вам интересен, вам нужно узнать какой-то рецепт кулинарного блюда, Then you can go online and you can look up that вы можете preparation. забить это в поисковик и найти этот рецепт So на this is интернете. the jigyasa, the method of inquiry. Это обычный способ вопрошания, узнать информацию в этом мире. But if you want to inquire into the absolute truth, Но если вам нужно узнать что-то об абсолюте, об высшей истине, then the process is meditation. то процесс этого вопрошания, поисковик, это медитация. That the mind that was wandering here and there in the material world should turn around and face Krishna. Потому что ум, который до этого постоянно отвлекался и был предвзят какой-то чепухой в этом мире, он должен остановиться, повернуться и направить свое внимание на Кришну. In other words, the process of bhakti. То есть процесс бхакти и есть вот это вопрошание. All the activities of bhakti yoga are jigyasaya. The turning of the consciousness away from the physical elements and focusing the mind on the lotus feet of Krishna. Вся практика бхакти, все составляющие действия практики бхакти, это джигьяса, вот этот процесс поворота сознания от внешней мирской мишуры на объект познания, верховную истину Шри Кришну. Shravanam, kirtanam, smaranam, pada sevanam, archanam, mandanam, dasyam, sakyam, atmanivedanam. Hearing, chanting, remembering, serving the deity. All these activities of devotional service are Satyam Param Dhimahi, Atato Brahma Jigyasa, inquiry, searching out the Supreme. Вся деятельность в сфере бхакти это и есть поиск абсолютной истины. Когда мы слушаем, мы рассказываем кому-то, мы думаем о Кришне, мы служим божествам, это вся деятельность направлена на это медитация. So абсолютную истину. when the ahankar, the ego, just as the sun is dissipates the clouds in the sky, so in the same way, simply by turning your consciousness towards Krishna, by the mercy of Krishna, he dissipates the cloud of ahankar ego. И подобно тому, как влияние солнца может разогнать тучи с небосклона, логичным образом, когда душа поворачивается, когда мы поворачиваем внимание на Кришну, то по его милости аханкара может быть изгнана, и влияние аханкары может быть остановлено. You know how wonderful it is. Насколько это замечательно. Shuddha Bhakata Charanarenu Vajanaya Nukula. Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, when I'm in my house and serving the deities, drinking their Chanamrita, chanting the holy name, then I saw my house became Goloka Vrindavan. Шрила Бхактивинода Тхакур поет, когда находясь у себя дома, я все время занят служением своим божествам. Я пью их чаринамриту, и я не успела помниться, как я почувствовала, что мой дом стал Галокой Вриндаваной. Krishna is Vibhu. Духовным измерением, потому что Кришна, он Вибху, All-pervading, Sarvavyapi. он всепроникающий, сарвавьяпи, вездесущий. And Krishna's Dham is Sarvavyapi. Сам Кришна вездесущий, и его обитель трансцендентная тоже вездесуща. Radha and Krishna, the Jamuna, Giriraj, Govardhan, all their associates, where are they? Рада, Кришна, Гирадж, Гавардан, Ямуна, все спутники Рады Кришны, где они находятся? They are Sarvavyapi everywhere. Они сарвавьяпи, они повсюду. But we don't see them.
но мы никак их не воспринимаем и не видим. Because we have a dark cloud of ahankara. Потому что наше духовное видение, наш духовный взор застилает темная туча аханкары, нашего ложного эго. It doesn't matter how much you think about it. И сколько бы мы ни тужились и не думали об этом. Because this thinking is part of that cloud. Из-за того, что даже наш сам процесс мышления, сами наши мысли, это продукт этой аханкары, этой темной тучи. But simply by engaging in the activities of devotional service, by the mercy of the Son, Sri Krishna, that ahankara disappears. And like Srila Bhaktivinoda Thakur said, today I was in my house and I saw there, I was in Goloka Vrindavana. И аналогичным образом, таким как вот солнце, влияние солнца может отогнать тучи, когда мы обращаем внимание на Верховного Господа, начинаем служить Ему, Он может убрать вот это влияние темной тучи, ложного эго, подобно тому, как Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, сегодня я осознал, что мой дом это Галока Вриндавана. So especially the prominent method, Satyam Param Dhimahi, of inquiry is chanting the holy names. Одним из главных методов Сатьям Парам Димахи это воспевание святых имен. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Simply by chanting the holy names, then the Son of Sri Krishna dissipates all darkness. Просто посредством воспевания святых имен мы достигаем того, что солнце Шри Кришна начинает рассеивать мглу нашего ложного эго. But someone may say, oh, I was chanting and I did not see Goloka Vrindavana. Человек может возразить, сказать, ну я много воспевал Галоку Вриндавану, но я не увидел. The scripture is telling the holy name is the only way. I tried it and the result did not Я come. не понимаю, все священное писание утверждает, что путь к осознанию духовной реальности это повторение святых имен. Я вроде следовал строго этому и ничего не увидел. Why not? Почему? Because unless you are surrendered, Потому что до тех пор, пока вы не преданы, Krishna is not listening to your chant. Кришна ваше воспевание слушать не будет. Sadanga Sharanagati Hoibe Jahara Tahara Pratana Shuni Shinanda Kumara. The son of Nanda Maharaj, Krishna, he listens to the prayers, to the chanting of that person who has surrendered himself. Сан Нанды Махараджа Шри Кришна слушает молитву лишь тех личностей, которые шаранагат, которые воистину преданы. That means that every aspect of your thinking, your feeling and willing is engaged in jigyasaya, the search for Sri Krishna. То есть каждое из ваших состояний, все ваши мысли, эмоции, все ваши действия, речь, все должно быть направлено на эту высшую истину. И тогда вы действительно участвуете в этом процессе вопрошания об абсолютной истине. So without the service of Gurudev, we cannot do it. И без активного, вовлеченного служения духовному учителю это просто вам не под силу. Then you can say, well, wait a minute. It says in the Vedas, chanting of the holy name is the only way. Now you are telling you have to do Guru Seva. И, конечно, вы можете возразить и сказать, подождите, я не читал про такое Гуру Севу, вот я знаю, что воспевание святых имен это действительно описано в священных писаниях как важный процесс духовного развития, а при чем тут еще служение духовного учителя? Откуда это вы взяли? Then how is the chanting of the holy name the only way? Поэтому, если воспевание святого имени это единственный способ, то как он может быть единственным, если еще надо служить гуру? The chanting of the names of Krishna is Aushadhi medicine. Воспевание имен Кришны является лекарством. But if you go to Ayurvedic doctor and he gives you medicine, you also have to do anupan. Anupan means something is taken along with the medicine so that it will work. Повторение святых имен, махамантры, является лекарством. Но одновременно с лекарством вам приписывают что-то, что нужно одновременно принимать с этим лекарством, чтобы оно подействовало. The doctor said, take this medicine, it will cure you. Доктор пропишет вам лекарство и скажет, это вылечит вас. Oh, but one thing, you have to take it with warm milk. Но это лекарство необходимо принимать с теплым молоком. Then it will cure. Только тогда оно сработает. So this warm milk is anupan. Вот это теплое молоко, это анупан.
So in the same way, yes, chant the holy names. Да, и аналогичным образом, конечно, вы обязаны, должны воспевать святые имена. But it will have to be done under the shelter and guidance of a pure Vaishnava Guru. Но это необходимо совершать под руководством и под покровительством возвышенного Вайшнава Шри Гуру. Then one will see, oh, I am in Goloka Vrindavan. И тогда вы и окажетесь в состоянии, что вы поймете, что вы на Галоке Вриндаване. So in that song, Srila Bhaktivinoda Thakur goes, Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula. The dust of the lotus feet of the pure Vaishnavas is favorable for chanting. В этой же песне Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что пыль с лотосных стоп вайшнавов благоприятна для бхакти. We are chanting. Мы повторяем джапу, святые But what имена. happens? Но что происходит с нами? Sleepiness comes. Мы начинаем дремать, засыпаем во время повторения джапы. What happens? Many material thoughts come in the mind. Вдруг ниоткуда всякие мирские мысли атакуют наш ум. Lust comes, anger comes. Появляется вожделение, появляется раздражение, гнев. So, why? Почему это происходит? Because we are not following Chaitanya Mahaprabhu's teaching. Tanadapi suni chaina tarorapi. Потому что мы не придерживаемся строго учения Шри Чайтанья Махапрабху Тринада Писуничана о необходимости быть смиренным. We think, oh, by my chanting I will get everything. Что нам кажется, что посредством своего повторения Махамантры мы достигнем всего. But one should fully depend, oh Gurudev, I have completely fallen and in ignorance. Please bless me that I can chant the holy Вот names. даже не понимаем, что мы не действующие, что мы полностью зависим от милости Гурудева, что нужно обращаться в должном умонастроении Гурудеву за помощью, покровительством, повторением мантры. Yogata vichare kichonahi pai tomara karunasa. When I examine myself, I see I have no qualification. Your mercy is essential to me. Нужно искренне каяться, исповедоваться. Гурудева, экзаминируя себя, я вижу, что у меня нет никаких хороших качеств. Я просто среда существования сплошных недостатков, поэтому пролей свою милость на меня и возвысь меня. So then you become more humble than a blade of grass. И вот это вы можете культивировать таким образом в себе состояние Тринада Писуничана. But still the holy name is not manifested. И даже находясь уже в состоянии вот этого, такого удивительного смирения, все равно Святое Имя может не явить себя вам. Why? Почему? Because then you are not tolerant as a tree. Потому что, да, вы стали смиренней стебелька травы, но вы еще не стали терпимей дерева. That quality has to be there also. Это качество вы должны культивировать, и оно должно проявиться на вас. I am chanting for a long time. Why is the result not coming? Преданный может сетовать, ведь я уже так долго повторяю, почему до сих пор я не достиг такого видного результата. So I cannot wait. I have impatience. This means tolerance is not there. Появляется вот эта неусидчивость, вот эта нетерпимость, отсутствие терпения проявляется, значит, это качество не появилось еще в преданном. Готовность выжидать. And you become more humble than a blade of grass, and you become very tolerant like a tree. But still, holy name is not manifest. И да, вы можете стать смиреннее стебелька травы и более терпимым, чем дерево, но все равно Святое Имя может продолжать вас избегать. Why? Почему? Not respecting others. Потому что вы уважительно не относитесь к другим. You have to respect everyone. Нужно уважать всех. Like our Raghunath Bhatta Goswami. Подобно тому, как это сделал наш Рагунат Бхатта Госвами. Vaishnavera linjakana nahi pakani pore. Sabi Krishna bhajan kari e matra jami. Raghunath Bhatta Goswami, he used to think, I will never let any criticism of a devotee go in my ear. Рагунат Бхатта Госвами был настроен таким образом, что он отказывался позволять кому бы то ни было осквернить его слух критикой в адрес Вайшнава. Oh, did you hear what this devotee did? Если кто-то ему начинал что-то рассказывать, ты знаешь о том, что такое-то сделал? Oh, excuse me. Он говорит, простите, пожалуйста, Quickly go. и убегал. Sabi Krishna bhajan kari e matra jami. Raghunath Bhatta Goswami thought, everyone is doing bhakti very nicely, except for me. Рагунат Бхатта Госвами искренне верил в
то, что все другие совершают баджану идеальным образом, кроме него самого. We have to have that attitude. А у нас тоже должно быть появиться такое отношение ко всем вайшнавам. Don't see the faults in others. Не придирайтесь, не надо отвлекаться и пытаться видеть недостатки в других. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, sometimes people come to me and they say, so many devotees, they have left the mat and gone into the material life. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил, что он мне часто приходит и начинает жаловаться, почему так много преданных ушли из бхакти и вернулись в материальную жизнь. This is very bad. Это очень плохо, это нехорошо, что так происходит. Srila Prabhupada said, I don't see like that. Шрила Прабхупад говорил, я таким образом это не воспринимаю, я не так вижу это. I see that by serving Krishna they became completely satisfied. Я вижу это по-другому. Вижу, что в процессе служения Кришне они испытали полное удовлетворение. So now they've gone back to their homes. И вернулись в свои дома. Just like a very wealthy man doesn't have to work anymore. Подобно тому, как богачу нет необходимости продолжать работать. So they are all great. Все, они великие личности, они уже достигли своего. I am a poor person, so I am still staying here. Я еще бедный. Because they have got everything, I have nothing. Hare Krishna. Они уже достигли всего, поэтому им нет необходимости продолжать тут сидеть со мной в матхе и повторять что-то. А я еще не там, где они, поэтому я буду тут упорно сидеть и повторять. I am the only one with faults. Everyone is great. Потому что у них все хорошо. Очевидно, я единственный с какими-то изъянами. If we were really interested in attaining our own perfection and our own benefit, then we would not have 1 second to look at the faults of other people. Истина заключается в том, что если мы действительно были заинтересованы в том, чтобы достичь совершенства в своем духовном развитии, у нас бы ни секунды и никакого желания не оставалось на то, чтобы рассматривать изъяны других, какие-то искать в них недостатки. Has your cloud of ego gone away? Что ваше облако, темная туча ложного эго уже отступила? Are you looking at the sun of Goloka Vrindavan? Вы созерцаете солнце Галоки Вриндаваны? But you have time to look at others, what they're doing. Откуда у вас появляется вообще-то время сидеть и обсуждать, чем занимаются другие, и думать об этом? So, this is why Guru is necessary. Поэтому гуру необходим. Because in the early stage we have so many inauspicious propensities. Потому что на ранних этапах, на начальных этапах духовного развития у нас все еще фигурируют очень нехорошие склонности. We rely on our own strength. Мы всегда полагаемся на собственные способности и силу. We chase after worldly desires. Мы хотим исполнить мирские желания. We have doubts whether the sun exists, whether God exists. Мы даже сомневаемся в том, что существует ли Солнце. То есть у нас появляются сомнения по поводу существования Бога. We have not tolerance. We engage in the being critical of others. Смирения, терпимости у нас нет. Постоянно критикуем кого-то. And by all of these ways, we become the architects of our own misfortune. И вот этим дурным поведением мы становимся архитекторами своей печальной, плачевной участи. Then how will you chant the holy names? Как вы сможете повторять святые имена? Therefore, Mahaprabhu said, Prabhu kohe Vaishnav seva nama sankirtan dui koro shigra pave Sri Krishna charan. If you want to quickly attain the lotus feet of Krishna, you have to chant the holy name and serve pure Vaishnavas. Читание Махапрабху поэтому настойчиво давал наставление о том, что если вы хотите достичь Кришну, необходимо совершать вайшнав севу, служить вайшнавам и одновременно с этим повторять святые имена. Then quickly you can attain your Это perfection. позволит вам достичь свою цель очень быстро, эффективно. In only 1 or 2 lifetimes. Может, за одну, максимум 2 жизни. So here, Shukadeva Goswami is saying, Jigyasaya nasyati ta anusmarat. When this ahankar, this identification with the material ego and mind is destroyed,
then one can anusmaret, continuously remember his own nature and the nature of Krishna. Шукадев Госвами в этом стихе объясняет, что когда наше отождествление с ложным эго пройдет, то мы сможем непрерывно созерцать свою собственную природу и созерцать верховную истину. I want to say something about this word smaret in Sanskrit. Хочу сказать несколько слов об этом слове смарет, смаран. It doesn't mean remember in the general everyday sense that we use the word remember. Обычно, когда мы думаем про это слово смаран, думать или памятовать, у нас более такое потребительское понимание этого слова. Вот это слово, оно значение отличается. In Sanskrit, the synonym of smaran is the anusandhanam. На санскрите синоним смаран это анусандана. It means to seek out the awareness of that object. Это значит выискивать осознание какого-то объекта. Что значит думать? Это выискивать осознание. So to chant the holy names and remember Krishna means internally to seek out the direct experience of Krishna. То есть, когда мы говорим о смаране, что мы воспеваем Святое Имя, внутренне мы выискиваем вот это сближение с Кришной. It does not mean imagination. Это тут не подразумевается наша фантазия, наше воображение. So if you are chanting the holy names, and when you are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, you are searching out the beautiful form of Shama Sundar. То есть во время повторения Святого Имени внутренне мы выискиваем этот прекрасный облик Шьяма Сундара Шри Кришны. And weeping. И плачем. Oh Krishna, where are you? И взываем: Кришна, где же ты? I am very fallen and very offensive. Я очень падший, очень оскорбительный по природе. When will you accept me as your servant? Когда же ты будешь готов принять меня своим слугой? Sometimes when you are chanting, Иногда во время повторения святых имен you can stop for a moment вы можете остановиться на мгновение and then sing. и пропеть что-то. Sucharu Vaktamandalam Sukanaratna Kundalam Suchachitanya Chandalam Navami Nandanam Navami Nandanam Navami Nandanam Navami Nandanam Oh Krishna, you have very beautiful face. Кришна, у тебя такое красивое лицо, Decorated with the makar kundal, sharp-shaped earrings. украшенное макар кундалом, серьгами в форме акул. Your body is smeared with fragrant sandalwood paste. Твое тело умощено ароматной сандаловой пастой. My pranams to you. Я склоняюсь перед тобой. Oh son of Nanda Maharaj. О сын Нанды Махараджа, Why are we singing the glories of Krishna? почему мы поем о славе Кришны? Only to give happiness to Srimati. Мы делаем это исключительно ради того, чтобы порадовать, доставить удовольствие Шримати Радарани. Sometimes when you're chanting, you can stop for a moment Иногда во время повторения джапы вы можете остановиться на мгновение and call Bhaja Viradham Aravinda Netram Smara Viradham Madhura Smitasyam Bhaja Viradham Madhura Viradham Tato Bhagyasti Jagati Nagati. Remembering how Raghunath Das Goswami, he is weeping. Oh, Bhajami Radham, Aravinda Netram. Oh, Radhika, when will I serve you? You have very beautiful lotus eyes. Нужно вспоминать о том, как Рагунатха Дас Госвами молился Радике. Радика, когда же у меня будет возможность служить тебе? У тебя такие прекрасные глаза, Madhura Smitasyam and a very sweet smile. такая сладкая улыбка.
Karunaha Paragram, your heart is melting with compassion. Твое сердце преисполнено сострадания. Tato manasti gatinaka, I have no shelter other than you. У меня нет другого прибежища, кроме тебя, Радика. If you are begging the mercy of the holy name, Если remembering Radha and Krishna and feeling separation, then where will the lost anger and different desires come? How will they come? как к вам смогут подкрасться мирские желания, вожделение, похоть, гнев, если вы искренне, жалостливо взываете о милости к святому имени, думая о Радхе и Кришне? Not possible. Это просто невозможно. If you are remembering the beauty of Vrindavan, Если вы думаете о красоте Вриндавана, Ta'i bagno gata ya saritu vai tat padambu jara jonilamitam sprihayati vayam vivabahu punya prema viditabu jasti mitapaha. After the Rasa Leela, all Braj Gopis, they returned to their homes. После танца Расалилы все Враджагопи вернулись к себе домой. Before dancing with Krishna, they felt such separation, but now, after they have met with him so closely, so dearly, and experienced his sweetness, now their separation is more than ever before. И до этого они испытывали очень сильные чувства разлуки со Шри Кришной, но теперь, поймав эту возможность очень близкой, интимной встречи с их возлюбленными, они уже терзались неописуемой разлукой и находились в тоске по нему. They become mad in Они separation. просто безумели от разлуки. Oh Saki, one Gopi tells her friend, Девушки говорили друг другу: we have Iva Bahu Punya. Abahu Punya means Sukriti, piety, but not Bahu, not so much. Abahu Punya. у нас маловато сукрити. That means that we met with Krishna, but now he's in the forest, we have to stay at home, so we have some fortune, but not so much fortune. Нам не очень повезло. Нам повезло, конечно, в какой-то мере, потому что нам посчастливилось встретиться с Кришной, но сейчас запас нашей удачи иссяк, потому что теперь он в лесу, а мы тут дома. Iva Bahu Punya, just like we are like the river Jamuna. Мы подобны реке Ямуни. Ta'i Bhagnagata Yasa Saritohuai. When the river Jamuna is flowing and Krishna in the forest begins to play his flute, then she becomes stunned and the progress of the waves is completely checked. Когда Ямуна течет, а Кришна начинает играть на флейте в лесу, то этот звук флейты Кришны завораживает Ямуну, она полностью прекращает течь, замирает на месте, она не может двинуться с места. That means river is like us. Она подобна нам в такой ситуации, в таком состоянии. Because the river is flowing to her husband, the ocean. Что река, куда она течет? Она всегда течет к своему супругу, океану. But when Krishna plays his flute, then she stops flowing to the ocean and she stays there. По природе река стремится к океану, к своему супругу, но когда Кришна играет на флейте, он тормозит ее движение, она не может дальше двигаться. That means her gati, her progress is stopped. То есть прогресс ее действий, он остановлен So полностью. in Vedic culture, the wife is serving the husband by this. Everyone doing their dharma, they are progressing. Потому что в ведической культуре подразумевается, что жена обязана служить своему супругу, и тем самым она совершает свой дharмический прогресс. So when we hear the sound of Krishna's flute, also our gati, our progress in dharma completely И stops. Гопи говорит, вот и с нами то же самое происходит, как с Ямуной. Когда мы слышим звук игры флейты Кришны, мы тоже полностью останавливаем свой прогресс. Tat padambu jarajoni lanitam. And Jamuna Devi, the goddess of Jamuna, is waiting there. И богиня Ямуна, она, замерев на месте, она выжидает. And the wind is blowing and carrying the dust from the lotus feet of Krishna. И ветерок подносит к ней пыль со стоп Кришны. And she's touched by that dust
И когда эти пылинки касаются Ямуны, and she feels more separation from Krishna. она начинает испытывать еще более глубокую разлуку со Шри Кришной. Why? Почему? I thought that Krishna was coming to me, Что она думала, что сейчас Кришна придет к ней, but he's not coming. а понимает, что он не собирается I have идти to be туда. just satisfied with the dust in the wind coming from his direction. Она понимает, что ей придется довольствоваться вот этими крошечными пылинками с его стоп, которые ветерок поднес к ней. That means that when Krishna plays his flute, he calls his cows. Это значит, что когда Кришна играет на флейте, он подзывает своих коров. So he has so many cows, У него множество коров, like Gavali, Dunali, Pishangi. много-много коров с разными именами. He has a cow named Kalindi. У него есть одна корова, которую зовут Калинди. So Kalindi is also a name of Jamuna. А Калинди это одно из имен Ямуны. So gopis are saying, Krishna was playing his flute and he called the cow, "Oh Kalindi." И гопи, что они обсуждают, что когда Кришна играл на флейте, подзывал своих коров, он позвал Калинди к But себе. the river Jamuna thought that Krishna was calling her. А река Ямуна ошибочно приняла это на свой счет, подумав, что Кришна зовет ее. And she became stunned in ecstasy. Oh, Krishna's coming. Она замерла на месте от восторга, предвкушения встречи с Кришной, But then he didn't come. а потом она разочаровалась, поняв, что он не придет. Prema vepita bhujastamitapa. So she's just, the river is standing there with trembling arms. И стоит там дрожащими руками. That means, just like you can imagine, Представьте себе, you have love for someone, если вы влюблены в кого-то, but they never talk to you. а этот человек с вами никогда не разговаривает. Only you think, oh, I love this person, if only you will talk to me. И вы постоянно мечтаете, думаете, вот если бы он только со мной заговорил хоть разок. Then one day he comes И однажды он подходит к вам, and looks at you, смотрит на вас and then calls your name. и зовет вас по имени. И вы начинаете просто, вы взрываетесь от радости, восторга. But then there's someone behind you has the same name and he was calling Не them. зная, что за вами стоит другая девушка, которую также зовут, и он зовет ее, а не вас. Then how you feel? Какое состояние вы испытаете? Полностью сникнете тут же. Completely deflated. Полностью это вас разрушит внутренне. And more separation. И вообще боль такая будет, что описать нельзя. So Braj Gopis are saying like that, Krishna called, hey Kalindi, and the river became ecstatic. И Гопи обсуждает, вот видишь, сейчас он позвал Калинди, а Ямуна подумала, что он к ней обращается. But he was calling one cow. Обрадовалась и ложно, оказывается, он звал корову свою. So just as Kalindi is staying there with the waves of her arms trembling in separation, И теперь, разбитая горем, несчастная Калинди стоит, ее руки дрожат от грусти и разлуки. so in the daytime we gopis feel the same. Днем мы чувствуем аналогичные чувства. When Krishna calls the cows on his flute, he's calling us, Кришна but then he does not come. подзывает коров на своей флейте, нам кажется, что он зовет нас, и мы начинаем ждать его и понимаем, что он не придет. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. This is Jigyasaya. Это и есть джигьяса, это шая. Completely absorbing your heart, your mind, all thinking, feeling and willing in the service of Gurudev. And chant the holy name, searching for Krishna in your heart. By this, only Krishna's mercy will come and lift the dark cloud of ego. Then you will see the Golok Vrindavan. Вот это и есть этот процесс попрошания, что мы посвящаем все свои действия, мысли, сердце служению Шри Гуру, все свои помыслы. И очень вежливо, бережно повторяем святые имена, взывая милости к святому имени, думая о Радхе и Кришне. И тогда милость святого имени коснется нашего сердца и сгонит оттуда темную тучу аханкары. Knowledge will not help you. Only philosophical knowledge. Философские познания не помогут вам сами по себе. But by serving the spiritual master and engaging in bhakti, all knowledge will come. Вы получите знания, все необходимые знания просто посредством искреннего, самоотверженного служения своему духовному учителю и повторения святых имен. Therefore, in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Daiviyasha gunamayi mama maya duratyaya
this Maya is very difficult to overcome. Кришна сам объясняет в Бхагавад-гите, что влияние майи очень трудно преодолеть. But those who surrender themselves fully to me, they will easily cross beyond. Кришна объясняет, майя непреодолима, но для тех, кто предается мне, будет легко преодолеть ее влияние. In Gita, Krishna never said by knowledge you can become transcendental. Кришна никому в Гите не обещает, что посредством гьяны, знаний, человек сможет стать трансцендентным. Jnana sangena chanaka, by knowledge you become conditioned. Он говорит, что с помощью гьяны ты станешь обусловленным. But mancho yavyabicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaita brahma bhuyaya kalpate. By engaging in unbroken, undeviated activities of devotional service to me, you will go beyond tamas, rajas and sattva and come to the spiritual platform. Что Кришна рекомендует, это задействовать себя непрерывно, не отвлекаясь на служение Ему. И таким образом постепенно появляется возможность преодолеть влияние низких гун, затем саттва гуны и оказаться в духовном измерении. So have very strong faith in the holy name, in the service of Gurudev and the practice of pure bhakti. Поэтому у вас должна быть нерушимая вера в святое, в силу святого имени, в Гуру Севу, в Вайшнав Севу и сам процесс бхакти. And make your life completely successful. Вы тогда сможете достичь совершенного успеха в своей жизни. I have come here only to give you this. И я приехал просто напомнить вам об этом сюда. Gaur Premanande! Gurudev ki jai! Don't relax. Now we complete our class, but I will make a quick test. Я завершил презентацию этих идей, но сейчас у нас будет тест. What are the two aspects of Maya? Два аспекта майи. Два аспекта майи. Yes? Jiva Maya and Guru Maya. Oh. What is the two aspects of Jiva Maya? Два аспекта Джива Майи. Wrong. Неправильно. Vidyavriti and avidyavriti. Видя и авидя. And two aspects of avidyavriti? А два аспекта авидяврити. Yes. I'm just testing, so you have it all clear understanding in your mind. Okay? If someone becomes free from avidya, ignorance, will they be liberated? Если человек избавится от влияния авидии, невежества, он получит освобождение. Вызволится из материального существования. No? Why? Почему? Because vidya, knowledge, is one bridge of Maya also. Потому что видя это тоже функция майи. So how can one become free from Maya? Как избавиться от влияния майи? by the grace of Krishna. Yeah? Just as the sun can remove the cloud. Подобно тому, как солнце может изгнать тучу. And that grace comes from the jigyasaya, searching for Krishna, not like searching on internet, searching by applying yourself into surrendering to Guru and chanting the holy names. This is the inquiry. И вот это придет благодаря процессу познания, выискивания. Это не с помощью поиска на интернете, в поисковике, а в процессе служения. So remember all these things. Не забывайте эти истины. Hare Krishna.